Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Замедленная версия момента, который можно пересматривать бесконечно. Девятое место. Иногда картинка стоит 1000 слов. Но это бесценно. Чонгуку не нужно видеть, кто обнял, он просто знает и тут же обнимает в ответ. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Что вы упустили?». Разбираем скандальное видео. Что на самом деле произошло на видео с Вигу? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Глаза всегда его выдают. Седьмое место. Самая лучшая подушка для Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Их невероятная потребность касаться друг друга говорит о многом. Они так любят флиртовать. Пятое место. Тэйкук, когда они создают особенное движение, и это становится захватывающим каждый раз, когда они делают это снова.
4 место. Помог своему мальчику и заодно отпраздновал с ним его победу. Третье место. Новости. Слишком горячо. Этот жанр Ким Тэ-хёна. Кушаем сегодня очень вкусно. Спасибо, Чангук. Обновление Чангука. Всем привет. Сейчас уже начало 12 ночи. Обычно я всегда начинаю тренироваться в это время, между 10 часами и полуночью. Это моя привычная вечерняя рутина. Решил немного поснимать для вас свою тренировку. Погнали! Я только что поел, так что для начала разомнусь и, как обычно, первым делом займусь спиной. Правда, с тех пор, как я приехал сюда, я каждый день без исключения тренирую все тело, поэтому сил сейчас уже почти не осталось. Думаю, сегодня дотренируюсь, а потом устрою себе день или два отдыха. К слову, я всегда тренируюсь под песню Magnetic группы iLead. Много сделать не выйдет, тело стало очень тяжелым. Но и пропускать подтягивания нельзя, их нужно делать обязательно. При этом надо стараться выполнять все с максимально правильной техникой. Ух! Когда чувствую, что сделал достаточно, сразу перехожу к тяге верхнего блока. Если замечаю, что техника начинает портиться, я на секунду останавливаюсь, чтобы поправить положение. В самом начале главное не перенапрягаться. Так, что там дальше? Сделать табату? Нет, пожалуй, не стоит. Теперь отжимания на брусьях. Вообще, это не совсем брусья, да и подходящего места для таких отжиманий здесь особо нет. Ладно, сейчас устроюсь поудобнее. Слишком сильно нагружать себя не буду. И еще нужно дополнительно поработать на грудь. Что-то совсем тяжело. Но я ведь сейчас работаю над формой, так что надо продолжать. Тяжело идет. Вот так получается один круг. Раз уж я сделал его, то обычно повторяю еще 2 или 3 раза. Думаю, чаще всего делаю по 3 круга. Сейчас отдохну минуты 2 и снова за работу. Мне кажется, для каждого человека существует свой подход к тренировкам, который подходит именно его телу. Вот и я пришел к выводу, что для меня лучше всего это хорошенько нагрузить сразу все группы мышц. Надеюсь, вы тоже усердно тренируетесь. Чангук в Японии и Тэ-хён в Японии – это два совершенно разных вайба.
преддверии открытия чемпионата мира по футболу FIFA в июне выйдет новая рекламная кампания с участием Тэхёна, амбассадора Coca-Cola. Сотрудничество Coca-Cola и FIFA – один из самых долгих и узнаваемых спортивных союзов в мире. Coca-Cola сотрудничает с FIFA с 1974 года, а официальным спонсором чемпионатов мира является с 1978 года. При этом рекламные щиты Coca-Cola появлялись на стадионах чемпионатов мира еще с 1950 года. Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории. Для Coca-Cola это будет одна из самых масштабных рекламных кампаний за всю историю сотрудничества с FIFA, и наш Тэхён станет частью этого беспрецедентного события. Может себе позволить быть дивой. На выставке в Харадзюку появился огромный шлем Calvin Klein, и на нем красуется автограф Чангука. Теперь фанаты могут сделать фото с этим стильным арт-объектом и почувствовать себя чуть ближе к любимому артисту. Тэхён сделал это сочетание культовым. BTS вновь вошли в историю мировой музыкальной индустрии, установив новый рекорд на Spotify с альбомом Arirang. Согласно данным платформы, пятый студийный альбом группы занял первое место в чарте Weekly Top Albums Global. Это уже 8-й раз, когда BTS возглавляют данный рейтинг, что стало новым рекордом по количеству альбомов номер 1 и позволило им превзойти прежние достижения Bad Bunny. Успехи группы заметны и в песенных чартах. Заглавный трек «Swim» удержался на 4-й строчке Weekly Top Songs Global, а все 12 композиций альбома остаются в чартах уже 11-ю неделю подряд. Помимо стриминговых платформ, Arirang демонстрирует сильные позиции и в национальных рейтингах. В Великобритании альбом поднялся на 5 строк, до номер 33 в Official Albums Top 100. В Германии релиз занял 6-е место в топ-100 Albums, продержавшись в десятке лучших 11 недель подряд. В Австралии пластинка поднялась до номер 6 в ARIA Top 50 Albums и до номер 11 в чарте Top 20 Vinyl Albums. Коммерческий успех сопровождается признанием критиков. Американское издание Consequence включила треки «Swim» и «Hooligan» в список лучших песен первой половины 2026 года, отметив жанровую гибкость BTS и сильную рэп-подачу на фоне мощного хип-хоп звучания. Тем временем группа готовится продолжить тур World Tour Arirang. Концерты пройдут на главном стадионе Басан Эйшет. Что и говорить, Чангук слишком секси. Полиция Пусана усиливает меры безопасности для иностранцев в преддверии мирового турне BTS.
экстренное реагирование с помощью одного сканирования QR-кода. Полиция Пусана анонсировала запуск PR-кампании, направленной на защиту иностранных туристов и снижение уровня преступности перед концертом. Ожидается, что мероприятие соберет большое количество поклонников не только из Кореи, но и из других стран. Поскольку предполагается, что примерно половина зрителей будут иностранцами, кампания будет ориентирована не только на рекламу, но и на предоставление полезной информации о безопасности. В основе этой инициативы лежит система QR-кодов безопасности для иностранцев под названием «Один скан, еще один безопасный шаг». Она позволяет пользователям быстро ознакомиться с порядком действий в чрезвычайных ситуациях и другой важной информацией, просто отсканировав ее смартфоном. Эти QR-коды будут размещены на территории проведения концерта в виде легко снимаемых наклеек, а также на общественном транспорте, включая такси, чтобы их можно было использовать и после мероприятия. В течение всего периода проведения представлений на около 900 цифровых экранах, установленных в аэропортах и на крупных железнодорожных вокзалах, будут транслироваться сообщения о предотвращении преступлений и информационные видеоролики. По завершении представлений планируется поделиться вдохновляющими историями о мерах безопасности, представив интервью со зрителями. Это подчеркнет нашу приверженность созданию условий для спокойного и безмятежного отдыха всех посетителей Пусана. Шаловливые ручонки Чангука и персики Тэхёна. Если поклонники помнят, в начале этого месяца Чангук начал фотографироваться с фанатами, которых случайно встречал во время пробежек вдоль реки Хан. Однако постепенно выяснилось, что примерно почти все на этих фотографиях были не случайными прохожими, а теми, кто регулярно находился возле района, где живет Чангук, несмотря на заявление о том, что встреча произошла случайно. Одним из наиболее часто упоминаемых имен стала жительница Турции. Ее обвиняют в многолетнем преследовании Чангука. По словам пользователей сети, она даже планировала переехать в Южную Корею и поселиться рядом с районом, где живет артист, исключительно для того, чтобы следить за ним. В 2024 году девушка опубликовала в социальных сетях фотографию возле дома Чангука. Когда ее спросили о слежке за айдолом, она заявила, что они просто живут в одном районе. Позже, когда после публикации ее фотографии с Чангуком многие фанаты начали открыто называть ее сталкершей, девушка продолжила отрицать обвинения. Она приводила различные объяснения и представляла себя жертвой, утверждая, что фанаты неправильно ее поняли и что она сильно расстроена из-за того, что другие пользователи раскрыли ее личную информацию в интернете. Однако ситуация получила новое развитие после того, как в сеть попала личная переписка, в которой она, по всей видимости, призналась, что следила за Чангуком возле его дома. Согласно опубликованным сообщениям, она рассказала собеседнику, что ждала возле дома Чангука, но ничего из этого не получила. Кроме того, она участвовала в неуместных обсуждениях, касающихся других участников группы. Эти сообщения фактически опровергли ее заявление о том, что встреча с Чангуком была случайной, а также ее неоднократные отрицания обвинений в преследовании, которые ранее некоторые люди использовали в ее защиту. Инцидент также напомнил многим поклонникам о публикации, которая стала вирусной ранее в этом месяце. Тогда один из фанатов выдвинул теорию о том, почему Чангук охотно соглашался фотографироваться во время пробежек. Поклонник написал: «Чангук умен». Он заметил, что люди дежурят возле его дома, поэтому, когда сказал: «Если увидите меня, можем сделать селфи», он уже понимал, что происходит. Эти люди считали себя просто везучими фанатами, но в итоге сами себя разоблачили. Очаровательный пьяный Чангук.
Все мы замечали культовые кольца Cartier на руках ребят. Но задумывались ли вы, какой мощный символизм скрывает в себе эта форма? Исторически 3 переплетенных обруча означают 3 главных обещания. Дружба, белое золото, основа доверия. Верность, желтое золото, опора сквозь годы. Любовь, розовое золото, тепло, объединяющее все. Связь Тэхёна и Чонгука всегда состояла из этих 3 элементов. Маленький ювелирный секрет. Если присмотреться к фото, кольца могут показаться почти однотонными. Но пускай зрение вас не обманывает, это именно трехцветная модель. Мягкие, благородные постельные сплавы Cartier, особенности квадратной формы, cushion shape и теплый студийный свет со вспышками создают такой удивительный эффект, визуально объединяя 3 металла в один сияющий аккорд. Как вы думаете, они выбирали эти украшения осознанно под смысл? Или это просто совпадение их безупречного вкуса? Чонгук хулиганит. Тэхён стал мечтой японского старшеклассника «Хочу жить как Тэхён». Тэхён вновь оказался в центре внимания в Японии, став кумиром и источником вдохновения для местного старшеклассника. 5 июня в эфир вышел популярный развлекательный проект японского телеканала TBS Source Snowman Най Яросит Кадасай. В одном из выпусков появился школьник, который заявил, что мечтает преобразиться в стиле Тэхёна. Программа представляет собой шоу, в котором участники выполняют различные задания. Один из сегментов позволяет школьникам подняться на крышу школы и вслух рассказать о своих мечтах. В этот день ученик старшей школы Сайбадай в префектуре Сайтама поднялся на крышу и рассмешил зрителей словами: «Однажды я увидел всемирно известного красавца Тэхёна и понял, оказывается, моя привлекательность была лишь на уровне префектуры Сайтама». Затем он громко заявил: «Я хочу преобразиться и стать похожим на всемирно известного красавца Ви». Его слова вызвали бурную реакцию и поддержку со стороны собравшихся на школьном стадионе учеников. Позже, с помощью профессиональных стилистов, школьнику сделали прическу и подобрали образ, вдохновленный стилем Тэхёна. Увидев результат преображения, он не скрывал своего удовлетворения. Тэхён давно считается одним из главных кумиров поколения Z не только в Японии, но и во всем мире. Поклонники регулярно вдохновляются его модными образами, прическами и макияжем, стараясь повторить его стиль. По словам представителей индустрии эстетической медицины, Тэхён также остается одним из знаменитостей, чье имя чаще всего упоминается клиентами во время консультаций, что еще раз подтверждает его исключительное влияние в вопросах визуального образа и моды. Тем временем, Ви продолжает удерживать первое место на японском рейтинговом сайте популярности айдолов Нэхэн уже 270 недель подряд. Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Однажды один профессор пообещал дать студентам дополнительные баллы, если они угадают, что означают цифры 45 миллионов и 24 часа. BTS написали историю тогда с 45 миллионами просмотров своей песни «Idol» за 24 часа. Речь идет о знаменитом американском профессоре социологии Сэме Ричардсе, Сэм Ричардс, из университета штата Пенсильвания, Penn State University.
В 2018 году фрагмент его лекции стал вирусным в соцсетях. Профессор Ричардс читал лекцию по социологии, которая была посвящена корейской волне, Хэлио и культурному феномену Южной Кореи. Он вывел на огромный экран пустой слайд с цифрами 45 миллионов и 24 часа и пообещал дополнительные баллы, экстра кредит, любому студенту в аудитории, который сходу угадает, что это значит. Один из студентов выкрикнул правильный ответ, сообразив, что это новый мировой рекорд группы BTS с клипом «Idol», который обошел Тейлор Свифт. После этого профессор включил следующий слайд с фотографией группы и подробно разобрал со студентами, как поп-культура Азии начинает доминировать на мировом рынке, меняя привычные экономические и социальные устои. Мой любимый сюжет – Чонгук флиртует, а Тэхён делает вид, что держится. Спойлер – не держится. Два года назад Чонгук опубликовал пост на Weverse после выхода песни «Never Let Go». Он написал: «Вы получили мою песню в подарок? Хе-хе, надеюсь, вам понравится. Я работал над песней, думая о вас с самого начала. И, возможно, вам кажется, что припев длинный и повторяющийся, но на самом деле я хотел показать вам хаус-трек под эту песню. Так что это планировалось как песня для выступления. Но у меня не было времени сделать это. Я так жалею об этом. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал все возможное, чтобы снять это. Я оставляю этот пост, чтобы попросить вашего понимания по этому поводу. Я виню себя. В любом случае, у нас уже 11-я годовщина. Спасибо, что всегда были с нами. Надеюсь, вы не заболеете и останетесь здоровыми. Сейчас лето, и погода стала очень жаркой, так что будьте осторожны на жаре. Пока. Влог Тэхёна – это снова напоминание, насколько удивительный человек перед нами. В нем невероятно сочетается все – сила и мягкость, выносливость и нежность, уверенность и та самая теплая улыбка, которая осталась неизменной. Он может становиться сильнее, взрослее, проходить любые испытания. Но внутри все тот же наш Тэхён, с красивой душой, спокойствием в глазах и светом, который невозможно не почувствовать. На стене школы, где когда-то учился Тэхён, появились изображения его работ. Очень трогательно видеть, как место, где начинался путь маленького Ким Тэхёна, сегодня хранит память о его достижениях и вдохновляет новое поколение мечтать так же смело. Наш Тэхён продолжает оставаться предметом гордости для своей школы и родного города. Второе место. Это так интимно. Когда его шикарная пятая точка щекочет тебе нервы. От них исходит вайб парочки.
Первое место. Умеет смутить свою детку. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.